В самом сердце многообразной и загадочной Африки, где яркие закаты и восторженные звуки природы сливаются в единый симфонический оркестр, жил наш герой по имени Антон. Он только-только приземлился в стране, которая была для него олицетворением приключений, полным неизведанных троп и дремучих джунглей. Излучая юношеский энтузиазм, он вышел из аэропорта, полон ожиданий о том, что его ждет впереди. Навстречу ему вышел гид, которого звали Кофи. Этот опытный проводник, обладающий глубокими знаниями о флоре и фауне Африки, смотрел на Антона с улыбкой, но в его глазах таился легкий налет серьезности. Он сразу же предостерегал молодого путешественника. «Не ходите в джунгли одни, Антон, это может быть опасно». Повторяя эту рекомендацию несколько раз, Кофи делал акцент на важности групповой безопасности, ведь дикая природа полна неожиданных и порой гремящих опасностей. Антон, полностью увлеченный духом приключений и мечтая о невероятных встречах с дикой природой, лишь кивнул в ответ, не придавая особого значения словам гида. Прочитав множество книг о жизни в джунглях, он был уверен, что он сможет справиться со всеми трудностями. Едва прибыв на место, он уже торопился на исследование. После оживленного разговора в машине по пути в отель, где их ждал завтрак из экзотических фруктов и местных угощений, их поездка затянулась на несколько часов. Антон восхищался каждым моментом. Он ловил взгляды на потрясающие ландшафты и фактуры, насквозь поющие деревья, представленные в неповторимых оттенках зелени. Засевшись в кафе отеля, жуя папайю и запивая ее свежевыжатым соком, Антон будто почувствовал себя королем клубов. Он убедил себя, что готов к встречам с дикой природой, и с нетерпением ожидал следующего дня. Дня, когда он отправится в джунгли, полные тайн и приключений, о которых мечтал с детства. На следующее утро, с первыми лучами зари, которые проникают сквозь листву, он уютно обернулся в свою камеру, готовый исследовать мир джунглей. Оставив отель, он быстро углубился в тропы, не обращая внимания на предостережение Кофи. Каждое его движение было наполнено чувством свободы, а запахи леса наполняли его легкие, обостряя восприятие. Но вскоре его внимание привлекло большое темное пятно между стволами деревьев. Это не просто мираж его воображения, как ему сначала показалось, а реальная угроза, ставшая причиной замерзшего сердца. Когда он вгляделся, ужас охватил его, ведь это была огромная горилла, двигающаяся прямо к нему. С учетом всех неудач, что могли произойти, Антон и не подозревал, что его недооценка ситуации закончится столь плачевно. Сознавая, что животное явно разгневано и защищает свою территорию, наш герой принял решение. Он бросился в бегство, но к его ужасу споткнулся и упал. Боль, пронзившая его ногу, это была не просто боль. Ее интенсивность заставила его осознать всю серьезность сложившейся ситуации. Отчаяние охватило его, когда он понял, что не только не сможет встать, но и до него не дойдет, чтобы попытаться сбежать вновь. С неба потекло невидимое, но очевидное предвестие. Капли дождя начали падать, переходя в страстную ливневую бурю. В это критическое время Антон вспомнил о давнем совете, который когда-то слышал о том, как вести себя при встрече с дикими животными. Если ты встретишь медведя, притворись мертвым. Так он и сделал. Лежа на земле, закрыв глаза от страха и боли, он старался не двигаться, лишь изредка дыша, контролируя свой пульс. На его невежество легла тень страха. Что, если горилла поймет, что он просто притворяется мертвым? В этом состоянии блуждания
его мысли упорно закрадывались в его уму. Надолго он оставался неподвижен, когда рядом раздался звук сопения. Это животное обнюхивало его. Деревья окутали звуки дождя, наполняя тишину и атмосферу страхом. Внезапно, когда горилла коснулась его ноги, Антон не смог сдержать крик боли. Это было слишком. Этот ужасный момент, когда он почувствовал, как его жизнь находится на краю, шокировал и оттолкнул его. Он не понимал, что происходит, и его разум метался, как дикий ветер. Ливень вокруг становился все сильнее. Дождь, как будто желая погрузить его в отчаяние, не оставлял Антону надежды. Вдруг горилла схватила Антона, подняла его и перекинула себе через плечо. Какое-то мгновение он просто висел в воздухе, прежде чем понял, что происходит. Ужас опустился на его плечи, и страх заполнил его грудь. Он был ни в чем не повинным пленником, который оказался между мощью дикой природы и смертью. Лихорадочно пытался понять, что происходит. Он думал, что обезьяна увозит его туда, где станет ее ужином. Горилла стремительно мчалась сквозь джунгли, оставляя молодого мужчину на краю паники. Он не знал, какое поражение ожидает его на этом пути. «Почему я не слушал кофе?» – прокладывал он себе мысли, осознавая, что его поверхностное понимание жизни в джунглях обмануло его. Не зная привычек горилл и не имея достаточных знаний о местной фауне, он оказался в безвыходной ситуации. Он знал, что сопротивляться бесполезно, и оставалось лишь крепко держаться за шерсть гориллы, не рискуя упасть, ведь неизвестно, какая бы была реакция этого гигантского создания. Вскоре горилла принесла его в небольшую пещеру, где сбросила его с плеча, как будто он был всего лишь нежеланным грузом. Алчность страха и ожидаемого зла переполнила его сознание, и он быстро приник к стене, стараясь не двигаться, не производя звуков, даже несмотря на невозможную боль. Однако вдруг его страх начал терять свои силы, когда он заметил, что горилла расположилась у входа и приняла пост, наблюдая за поднимающимся ливнем как за чем-то интересным. В этот момент Антону стало очевидно, что не все, что кажется угрожающим, на самом деле представляет опасность. Он вспомнил, как горилла защищала его, укрывала от ливня и, возможно, от других хищников, которые могли бы найти его в этом уязвимом состоянии. С каждым мгновением его страх утихал, и в сердце возникло другое чувство – внутреннего покоя. Он ощутил, что, может быть, горилла является не только стражем, но и защитником. Дождавшись момента, когда горилла немного отвлеклась, Антон, дабы не подвергать себя риску, решил достать телефон из рюкзака. Набрав номер спасателей, он позвонил, отчаявшись от необходимости оставаться неподвижным, стремясь привлечь к себе внимание. Важным было не вызвать агрессии гориллы, и очень поразительно было то, как она продолжала успокаивать себя, наблюдая за всем, что происходит. В своей безвыходности и боли он осознал, что даже такой дикий и грозный вид может выражать большую доброту, нежели предлагалось его участие. Внимательно доставая из рюкзака немного еды, он предложил угощение горилле. На удивление, она охотно приняла его. Прошло несколько часов, прежде чем в пещеру вошли спасатели. Когда они появились, обладая искрами надежды, горилла, как будто получив сигнал, сделала шаг назад, позволяя команде приблизиться к Антону. Он вздохнул с облегчением, осознав, что его жизнь, казалось бы, была спасена, и теперь он стал свидетелем того, как природа взаимодействует с человеком, даже возвращая обратно оставленное чувство страха. С оглушительным чувством моральной ответственности Антон вынужденно смотрел, как горилла исчезает в густых джунглях.
Он полон впечатлений, и хоть его тело все еще болело, его сердце наполнилось новым уважением к дикой природе и ее обитателям. Он не ожидал, что самые опасные существа могут быть столь добрыми и заботливыми в трудные времена. Обмениваясь с собой мыслями о том, как он ошибался в восприятии гориллы, Антон, полон уверенности в своем новом мировоззрении, произнес: «Я больше никогда не буду недооценивать силу общения между нами и миром природы». Эта ситуация стала поворотной в его жизни, оставив ему уникальный опыт и взгляды, которые навсегда изменят его понимание дикой природы. Он вернулся домой с убеждением, что даже самые злобные создания могут оказывать поддержку, и для создания связи между человеком и зверем не требуется ничего, кроме взаимопонимания. И, возможно, чтобы пригласить дикой природы в свой мир, ему не нужно будет ждать путешествий. С этого момента он решил стать защитником окружающей среды и хранителем дикой природы, добросердечно относясь ко всему живому, что будет пересекаться с его жизнью. До скорого!